Снова здравствуйте, друзья! Рада приветствовать вас на своем канале Индия. События из первых уст. С вами Светлана. Я живу в Индии, в городе Дели, и освещаю вам последние новости, последние события, какие происходят у нас тут. Ну что, как вы знаете, локдаун у нас сняли, и ограничения также частично сняли, но не везде. Сейчас я вам скажу. Метро открылось метро, и там, значит, интервал движения поездов составляет где-то 15-20 минут. На некоторых станциях даже есть очереди, большие очереди, снаружи не пускают, то есть пускают только по 50 человек. В вагонах все должны обязательно сидеть через одно сиденье. Ходят специальные контролеры и не разрешают стоять. То есть люди должны постоянно сидеть. Ну, в общем, в метро попасть не так-то просто на некоторых станциях. Я не говорю обо всех. Работает оно вот с таким вот интервалом. Открыты торговые центры, бары, рестораны, но с 50% загрузкой. Бары могут быть открыты с 12 часов дня до 22 часов вечера. Рестораны также с 50% загрузкой открыты с 8 утра до 22 часов вечера. Парки, сады, гольф-клубы тоже разрешены, однако по факту большие парки закрыты. У нас рядом с домом огромный парк, он до сих пор закрыт. Маленькие парки, ну такие незначительные, где буквально там 5-6 скамеечек, они открыты. Театры, спортзалы, спа, школы, колледжи также закрыты. Бассейны, большие аудитории, лектории, банкетные залы также остаются закрыты. Свадьбы разрешены только с количеством гостей не больше 20. И то не в банкетных залах, а где-то дома, либо рядом с домом можно накрыть какой-то тент и проводить свадьбу там. Но 20 гостей – это вообще ни о чем для Индии. Но так как нам прогнозируют третью волну уже через 4-6 недель, под ее немилость должны попасть лица до 50 лет. Те, кто еще не переболел модным заболеванием, про детей говорят, что это будет всего лишь 3,5%. То есть не так много на самом деле. Но еще должны заболеть те, кто, в общем-то, не заболел до сих пор, не переболел, ну и у кого плохой иммунитет. Это нам так обещают. То есть посмотрим, месяц впереди, и поглядим, что будет дальше. Ну и, конечно же, у нас началась вторая волна, значит, вот этих вот процедурок. Открыты все центры по уколам. Даже ходят по домам со списками, в которых написаны имена людей, кто проживает в данной квартире. Ходят и фиксируют, что если проживают в квартире лица старше 45 лет, они отмечают, когда укололся, чем ты укололся, каким названием. И если не укололся второй раз, то когда тебе назначили второй укол. И также они говорят, что вот у нас здесь рядом открылись, значит, центры в школе, там-сям. Можете прийти и бесплатно уколоться. Замечу, что всем сейчас колят бесплатно. До 45 лет, после 45 лет, всем подряд решили колоть бесплатно. Ну а в городе Бопал, это на юге Индии, был найден новый мутант варианта Дельта Плюс. И, конечно же, там призывают всех делать вот эти вот палка-носа-ковыряния, тампаксы. Да? Чем больше будет тампаксов, тем больше будет результатов. Сами понимаете. Ну и, конечно же, призывают ковырять детей в обязательном порядке. Потому что дети, они являются бессимптомными, больными, и они обязательно должны быть проковырены в носу и во рту и везде. На районы Шринагар, Джамму-Кашмир приходится больше 1 миллиона случаев заболевания.
и около 2000 смертей. В штате Панджаб также зафиксировано большое количество заболевших. В Махараштре также зафиксированы новые случаи вот этого вот нового штамма Дельта плюс. На 9 районов Махараштры приходится 50% новых случаев вот этого нового заражения. Хочу вам отметить, что бедный народ, низкого достатка, на самом деле действительно умнее, чем городской народ. Деревенские жители, они также умнее, чем городские. И это показывает, в общем-то, на их примере. Потому что, смотрите, там, где я кормлю собак, там живут люди, они из бедного сословия, то есть из бедной касты. И когда я спросила, будете ли вы делать вот эту процедурку, они сказали, нет, мы боимся. Я говорю, что же вы боитесь? Говорят, ну, в общем, много чего слышали, много чего знаем, и поэтому пока, в общем-то, мы не собираемся, мы боимся. Так что это как показатель того, что на самом деле люди, у которых нет телевизора, которые не смотрят новости в таком количестве, в котором смотрят городские, являются гораздо умнее, и, возможно, у них есть даже больше опыта, чем у городских жителей. Смотрите, что сейчас начнется. Сейчас начнется вот эта процедурка, точнее, она уже началась, да? Ну, естественно, количество заболевших увеличится. С чем и будет связана третья волна? Но она не за горами, осталось нам ждать всего лишь месяц. И я думаю, что планы они свои осуществят. На больничные койки попадут уколотые, которые кололись ранее. Но не за горами, потом будет четвертая волна, в которую попадут нынешние уколотые, которые сейчас уколятся. Вот. А детишек, конечно же, тоже приплетут к этому, потому что их заставят делать тампаксы. И, конечно же, выявят нужное количество, потому что план надо делать обязательно. Кстати, по плану тоже полицейским обязательно нужно делать план. По 2-3 человека в день нужно ловить людей без тряпочек и штрафовать их. Это такой у них план. Это со мной поделился муж, у него полицейский есть знакомый. Тот ему по секрету сказал. Вот. Хочу зачитать вам одну новость еще. Гражданское сообщество Мумбаи разрабатывает план вот этой процедурки для потенциальных суперпредставителей, которым 30+. Что же это за потенциальные суперпредставители такие? Давайте-ка мы посмотрим. Значит, муниципальная корпорация решила вот это сделать. Приоритетных потенциальных суперраспространителей или тех, кто ежедневно контактирует с несколькими людьми, чтобы контролировать распространение модного заболевания на фоне угрозы третьей волны. В эту категорию входят водители автотакси, лоточники, менеджеры по доставке, персонал ресторанов, наемные работники и другие. Кроме того, хотя центральное правительство разрешило всем гражданам старше 18 лет пройти бесплатную процедурку с понедельника, однако в Мумбаи процедурка будет проводиться только для лиц старше 30 лет в соответствии с директивами штата. То есть, как в России, да, при вот эти граждане определенные в сфере услуг, в сфере контакта с большим количеством народа проходят якобы обязательную, то здесь у нас точно так же. В общем-то, все идет по одному плану. Смотрите как. Сговор по всему миру, в России, в Индии, в других странах. Все одно и то же. Так что, друзья, такие у нас новости на сегодняшний день. Будем оставаться на связи. Всего хорошего. Подписывайтесь на мой второй канал «Неизвестные факты». Подписывайтесь на телеграм-канал и на мои 2 канала хостинги.
Всего хорошего, желаю всем здоровья, прекрасного настроения. Скоро увидимся.